Всем привет! Записываю пятое видео из серии Python в вопросах и ответах. Сейчас я буду отвечать на следующие 50 вопросов. Поехали. Что будет результатом выполнения следующих команд Python? Так, тут открытие файла на запись и запись в него строчки Python. Команда вернет количество записанных байтов. Python, соответственно, тут 6 байтов. Так, сейчас попробуем. Закрою файл, чтобы можно было на него посмотреть. Ну вот, Python записался. Так, дальше. Внутри каких знаков Python необходимо разместить переменную внутри строки для использования форматированных строковых литералов с помощью фигурных скобок. Так, внутри фигурных скобок. То есть, например, если у нас есть переменная год и строка, которая начинается с литерала F. Вот. Ну и, соответственно, чтобы вывести переменную год, надо поставить фигурные скобки и название переменной. И тогда переменная year заменится на ее значение. Так, дальше. Так, если в Python равно 3, с помощью какой команды можно преобразовать данную строку в строку длины 5, которая бы содержала пробелы до числа 3. То есть команда такая. Just вот по 5. Так, сейчас проверим. R означает о том, что мы двигаем вот эту тройку вправо. 5, соответственно, общее количество символов вот в этой строке. Вот. Дальше. Какое окончание строк имеют файлы в Unix? /n. Так, если в Python, так, year равно 2016, какую команду необходимо выполнить, чтобы получить строку с использованием форматированных строковых литералов? Только что пример рассматривал. Так, вот такую команду. Так, пример вот только что. Дальше. Как называется функция в Python, которая позволяет считать содержимое файла в список? Функция readLines. Так, то есть readLine считывает одну строчку, а readLines считывает много строк в список. Так, ну сейчас покажу пример. Вот есть файл с 3 строками. Так, открываем этот файл. Так, открываем файл на чтение. Ну и переменной a присваиваем f readLines. Ну и тогда a равно вот такому списку. Но обратите внимание, что окончание строк, соответственно, /n. Сейчас закрою этот файл. Так, дальше. Если в Python задана переменная a, то чему будет равно ее значение в интерпретаторе Python?
Ну, это просто для удобства сделано знак подчеркивания, чтобы как бы визуально отделить разряды, но реально, соответственно, значение будет без этих знаков подчеркивания. Так, ну, так достаточно удобная штука. Так, дальше. Если в Python сборщик мусора, да. Так, если в Python a равно 3, с помощью какой команды можно преобразовать данную строку в строку длины 5, в которой бы число 3 располагалось по центру, окруженное пробелами. Так, команда a center. И в скобочках указываем общую длину вот этой строки. Сейчас покажу в интерпретаторе. Так, ну тут можно, соответственно, указать другое число. Так, дальше. С помощью какой команды Python можно создать пустой словарь А? А равно вот так. 2 фигурные скобочки. Так. Вот. Так, дальше. Если имеется файл со следующим содержимым, сейчас его создам, то что будет результатом выполнения следующей команды Python? Открывается файл на чтение и считываются строчки. Так. Результат будет список вот этих строк. Так, причем с переводом строк /n. У последней строчки перевода строки нету. Так. Сейчас проверим в интерпретаторе. Да, и закрою этот файл. Так, дальше. Какое окончание строк имеет файлы Windows? /r, /n. Так, сейчас покажу. Если открыть текстовый файл в Notepad++, например, ну, то видим, что переводы строк имеют вот такое непечатаемый символ. То есть два символа CR и LF. CR это /r, LF это /n. Так. Дальше. С помощью какой команды Python можно получить объект файла, расположенный по пути, открытый и на чтение, и на запись, и сохранить объект переменной f. Так, f равно команда open. И, так, путь к файлу. Режим открытия файла, то есть и чтение, и запись, то есть это R+. Так, сейчас попробуем. Например, равно f. И попробуем записать в f. /n, чтобы с новой строчки было. Он возвращает количество записанных байт. Закрою файл. И посмотрю. Ну вот записалось 4. Так, дальше. Какая структура данных хранится в syspath? Это список
строк. Сейчас покажу. Надо импортировать sys сначала. Так, ну вот такой список строк, соответственно. Так, дальше. Так, если открыт файл, так, то с помощью какой команды Python можно проверить, закрыт ли этот файл. Команда fcloseit. Мы открыли файл по умолчанию на чтение и проверяем, закрыт он или нет. Он не закрыт. Если мы его закроем, то, соответственно, fcloseit возвращает true. Дальше. Так, имеется файл со следующим содержимым. Сейчас это вставлю. Так, то что будет результатом выполнения следующей команды Python? Readline. Readline, соответственно, считывает строчку. Перевод строки. Не забываем. Сейчас покажу. Ну да, первая строчка. Дальше. Какая ошибка будет при попытке выполнить следующую команду в Python? Так, тут, соответственно, А не определена, поэтому будет ошибка name error. Так, чтобы продемонстрировать, я закрою интерпретатор и заново запущу, потому что там уже А была. Ну вот, name error, то есть переменная А не определена. Дальше. Если в Python открыть файл следующей командой, перепишется ли существующий файл с данным именем? Нет, не перепишется. Соответственно, данные будут добавляться в конец этого файла. Так. Можем дописать что-нибудь туда. Fwrite. Закрою. Сейчас посмотрим, тест дописалось. Да, то есть тест дописалось в конец. Перевода я не делал на новую строку, поэтому так. Дальше. Так, если открыт файл, то с помощью какой команды Python можно закрыть этот файл? Команда fclose. Я уже показывал. Давайте еще раз. Ну, сейчас файл закрыт. Так, дальше. Если в Python имеется словарь, то с помощью какой команды Python можно получить отсортированный словарь tell, не изменяя сам словарь? Функция sorted. И ей передаем, соответственно, словарь. И она возвращает отсортированный словарь, но сам словарь не изменяется. Так. Вот сам словарь как был, так и остался. Так, дальше. С помощью какой команды Python можно создать пустое множество А? Это команда A равно set. Так, сейчас покажу. Пустое множество. Так, дальше. Какая ошибка будет при попытке выполнить следующую команду в Python?
Так, это ошибка value error. То есть пытаемся преобразовать к целому типу строку. Естественно, это не получится. Вот. Неверный литерал для инта по основанию 10. Дальше. С помощью какой команды Python можно получить объект-файл, расположенный по пути, открытый на присоединение данных в конец файла, и сохранить объект переменной f. То есть f равно open. Дальше путь к файлу. Присоединение — это режим доступа А. Так. Сейчас покажу. Чтобы присоединить, соответственно, пишем fwrite что-нибудь. Закрою файл. Так, смотрим. Ну вот 1, 2, 3 присоединилось к концу. Так, дальше. Во что превратятся окончания строк при чтении Python файла в Unix или в Windows? Но они превратятся в /n. То есть, как я уже показывал, Windows окончания строк состоят из двух символов /r и /n. Но при чтении Python их преобразовывает в /n. Дальше. С помощью какой команды Python можно округлить число π до 2 знаков после запятой? Команда round. Указываем, что округляем, и до скольки знаков? До 2. Так, сейчас покажу. Ну вот, округление произошло. Так, дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды в Python? Так, сейчас копируем. The fill, значит, он будет заполнять вот эту строчку таким образом, чтобы общее количество символов было равно 7. Мы будем считать, сколько тут символов. 1, 2, 3, 4, 5. То есть надо еще добавить 2. 2 нуля. Z значит 0, 0. Ну вот. Ведущие нули появились. Так, дальше. С помощью какой команды Python можно получить объект файла, расположенный по пути, открытый только на запись, и сохранить объект переменной f. То есть f равно open. Так, путь к файлу. И режим доступа записи. Так. То есть режим доступа запись, там только запись. Если мы попытаемся прочитать из него, то будет ошибка. Да. То есть неподдерживаемая операция. Но мы можем записать. Весь файл перепишется. Сейчас его закрою. Там должно остаться только Python. Да. Дальше. Если имеется файл со следующим содержимым, то что будет результатом выполнения следующих команд? Так, как раз мы такой файл создали. Так, это будет p. Команда fread от 2 означает, что надо прочитать 2 байта.
Ну, первые не 2 байта, 2 символа. Первые 2 символа, соответственно, это P. PY. Вот. Дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды Python? Так, ну это будет просто вот это число. Потому что оно больше, чем 5. Поэтому тут никакого дополнения не будет. Вот. Вот смысл в том, чтобы дополнить нулями до 5 символов. Но здесь символов больше, поэтому ничего не изменится. Вот. Так, дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды в Python? Так, но здесь, соответственно, надо дополнить нулями до 5. Это 3 нуля. Да. Так, дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды в Python? Так, ну, соответственно, печатаем первое значение, это спам, потом слово end, и следующее значение это x. Так. Ну да, так, дальше. Если имеется файл с текстом, то чему будет равна переменная b после выполнения следующей команды Python? Так, она будет равна пустой строке, потому что все содержимое файла считается в переменную a. После этого уже там ничего не останется, и, соответственно, b будет пустая строчка. Так, сейчас покажу. Так, а это все содержимое файла, а b это пустая строчка. Так, дальше. Что будет результатом выполнения следующих команд в Python? Тут так, печатается, закрыт файл или нет. Да, он будет закрыт. То есть значение true. То есть с конструкцией viv после ее окончания файл закрывается. Что удобно. Не надо явно закрывать его. Так. Сейчас проверим. Файл закрыт. Вот. Дальше. Кортежи в Python имеют mutable тип? Нет. То есть есть кортеж, например, А. И нельзя написать А от 0 там равно 3. Будет ошибка. Так, дальше. Если в Python открыть файл следующей командой, перепишется ли существующий файл с данным именем? Да. Там у нас сейчас Python. Запишем туда там другую строчку. И закрою файл. Ну вот, видим, что файл переписался. Дальше. Как называется функция в Python, которая позволяет считать одну строку из файла? Readline. То есть открываем файл на чтение, например.
И считываем одну строчку. Ну там, так как одна строчка, то она и считалась. Закрою этот файл. Дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды Python, если интерпретатор работает в интерактивном режиме? Так, ну это переменное ожидание ввода называется. Так, она находится... Так, это sys, импорт sys надо сделать. Вот. Так, дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды Python, если интерпретатор работает в интерактивном режиме? Так, это 3 знака больше. Соответственно, это приглашение к вводу данных. Ну, вот это вот, кстати, оно тоже, оказывается, хранится вот в такой переменной. Так, дальше. Если открыть файл таким образом, то с помощью какой команды Python можно считать все содержимое файла в переменную b. Так, я что-нибудь тут добавлю побольше. Чтобы все считать, надо написать b равно f, функция read. Сейчас посмотрим. Ну, все содержимое считалось таким образом. Дальше. Если a равно 3, то с помощью какой команды можно преобразовать данную строку в строку длины 5, которая бы содержала пробелы после числа 3. То есть мы уже похожее делали. L just 5. Где L означает о том, что вот эту тройку надо двигать влево. Да, вот так. Дальше. Так, если имеется открытый на запись файл, то с помощью какой команды можно записать в него строку Python? Команда fwrite. Так, ну чтобы увидеть изменения, надо закрыть файл. Ну вот, Python записался. Так, дальше. Файл с каким именем указывает интерпретатору Python о том, что все файлы в каталоге относятся к одному пакету. Такой специальный файл init.p. Сейчас покажу. Ну вот есть какие-то пакеты в библиотеке. Вот. Ну и вот видим, что есть такой файл. Вот. Что-нибудь другое откроем. Вот. Который показывает, что вот эти файлы принадлежат одному пакету. Вот. Дальше. Какому значению по умолчанию равен аргумент моды функции open, который предназначен для открытия файлов Python? По умолчанию это режим чтения. Что нужно установить перед строкой в Python для использования форматированных строковых литералов? Это символ F. Так, ну я пример уже показывал. Пример с годом. Соответственно, надо поставить F перед строкой. Тогда вместо переменной R
будет значение. Вот. Дальше. Какая ошибка будет при попытке выполнить следующую команду в Python? Так, это будет ошибка type error. Ну, то есть нельзя просто так склеить строчку с числом. Вот. То есть конкатенация допустима только для строк. Дальше. Какая ошибка будет при попытке выполнить следующую команду в Python? Это деление на 0. Zero division error. Да, делить на 0 нельзя. Дальше. С помощью какой команды Python можно получить объект файл, расположенный по пути, открытый только на чтение, и сохранить объект с переменной f. Так, на это уже много раз показывал в этом занятии. Так, вот такая команда. Так, дальше. Что будет результатом выполнения следующей команды Python? Так, тут будет печататься сначала первое значение, это x, то есть значение по первому индексу, потом значение по нулевому индексу, это вот спам. Да, дальше. Что нужно добавить к режиму открытия файлов Python, чтобы он открылся в бинарном режиме? B. Сейчас покажу. Новый файл. Так, создастся. То есть мы будем записывать в него в бинарном режиме. То есть W это запись, B binary. Так. Допустим, у нас есть какой-то список, и мы его хотим туда записать именно в бинарном режиме. То есть просто так нельзя записать, надо его преобразовать к массиву байтов. Есть такая функция byte array. Соответственно, передаем ей наш список. Вот. И потом закрываем файл. Посмотрим. Так. Ну, из-за того, что он в бинарном формате, ну вот так он выглядит. Так, дальше. Так, если в Python есть такие команды, что будет результатом выполнения следующей команды? Так, это функция repr. Это представление строки такой, какая она реально была. То есть со всеми спецсимволами. Так, сейчас проверим. Да. Так, дальше. Так, дальше все. Я закончил очередные 50 вопросов. Общее количество вопросов с ответами достигло 250. Это уже такой серьезный массив информации. Если знать все эти ответы, то
уровень как бы ваших знаний, он существенно повысится. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорого.